Альянс Свободы. Украина получила 4 САУ «Сюзанна-2» от Словакии. Это современные 155 мм самоходные артиллерийские установки на колесном шасси. Благодаря длине ствола в 52 калибра вместо 45 калибров предыдущей версии, установка способна вести огонь на расстоянии 40 км, а установленная автоматика позволила уменьшить количество экипажа с 4 до 3 человек. Самоходка имеет автомат заряжания, что обеспечивает высокую скорострельность. Всего подписанный контракт предполагает поставку 8 таких САУ. Восток. Российские войска активизировались на Харьковском направлении и атакуют Уды на севере, а также впервые за долгое время перешли в наступление на востоке и атакуют Базалевку и Лебяжье. Обстрелы продолжаются. Южнее, в районе Изюма, также идут бои, где россияне все пытаются вернуть утраченные позиции после успешной атаки 93-й механизированной бригады, но у них это не выходит. В районе Северска изменений не произошло. Уличные бои идут за Солидар, и город подвергается массированным обстрелам. Вероятно, его и Бахмут может ждать участь Попасной, где от города практически ничего не осталось. Российские войска атаковали украинские позиции у Бахмутского с двух направлений – Владимировка и Покровская. Украинские силы отразили обе атаки, но ситуация остается неопределенной. Россияне пытались продвинуться на Кадему и Вершину со стороны Семигорья и ближайший ТЭС, но безуспешно. Продолжаются бои за Зайцево и Шумы. В Ждановке взорвался очередной склад боеприпасов. В попытке найти слабое место, дабы захватить Авдеевку, россияне предприняли штурм Опытного, но продвинуться у них нигде не выходит, в отличие от Песков. И ход подтверждения того, что российские войска захватили все село, пока нет, известно о атаке на Первомайское, которая дальше Песков от линии фронта. Российские войска атаковали украинские позиции под Новомихайловкой с двух сторон – Славное и Солодке. Им удалось продвинуться ближе к населенному пункту. Бои продолжаются. Также они пытались захватить украинские позиции севернее Владимировки со стороны Солодки и продвинуться на Водяное со стороны указанного населенного пункта. Очередную атаку на Павловку защитники отразили. На южном фланге отмечаются массированные обстрелы, но без продвижений. Юг. Россия нанесла ракетный удар по Одесской области с помощью бомбардировщиков Ту-22, в результате чего пострадали мирные жители. Появились снимки результатов удара по российским казармам в Новой Каховке, на которых видно уничтожение военной техники РФ. Количество уничтоженных войск неизвестно, но по некоторым данным это несколько десятков. Также были опубликованы спутниковые снимки базы хранения боеприпасов в Крыму, которая вчера взорвалась. Судя по всему, взрывы были такой силы, что от нее ничего не осталось. Кстати, россияне в дыму разглядели почерк британских спецслужб. Страшно представить, что можно увидеть, если подышать этим дымом с британским почерком. Но нет сомнений, что россияне, разглядевшие британский почерк в дыму, и без того что-то вдыхают. Российские войска предприняли атаку на Новогригорьевку со стороны Зеленого Гая, но продвинуться не смогли. Спасибо за просмотр, буду благодарен адекватным комментариям, подписке, лайкам и колокольчику.